Skullgirls. Маленькая, сделанная на голом энтузиазме игра, в необычном сеттинге и своеобразным подходом к визуальной составляющей, от нового разработчика среди массистых конкурентов в нишевом жанре, где любая игра не от Capcom может быть забыта в течение нескольких месяцев. Несмотря на все эти составляющие, Skullgirls смогла найти свое место под солнцем, привлечь достаточно внимания игроков и прессы, собрать крепкое, креативное и преданное сообщество фанатов и, в конечном итоге, стать одним из хорошо известных IP в жанре. Достичь всего этого игра смогла, разумеется, не сразу, а лишь благодаря неимоверным усилиям со стороны команды разработчиков. Самое время познакомиться с людьми, стоящими за данным файтингом. Алекс Ахат. Креативный директор, человек, который придумал вселенную Skullgirls, задал ей уникальный визуальный стиль, создал персонажей, их поведение и внешний вид, активно участвует в разработке используемых ударов и приемов. До работы над собственной игрой работал в Gaia Interactive, Playdom и в особенности WayForward Technologies. Прекрасный художник, который вынашивал идею создания игры по своим наброскам девочек-монстров еще с колледжа. Но реализация концепта являлась проблематичной до тех пор, пока он не встретил Майка Займонта. Майк Займонт – ведущий программист и дизайнер, заядлый игрок в BlazBlue и Marvel vs. Capcom 2, известный игрок в сообществе любителей файтингов. С молодости интересовался программированием, начинал карьеру как тестер в Pandemic Studios, где впоследствии работал над Star Wars Battlefront 2 и Lord of the Rings Conquest. С 1999 года клепал 3D-движок Z-Engine, на котором он давно жаждал сделать собственный файтинг. Данный движок, любовь Майка к файтингам, а также знакомство с Алексом Ахадом привели к работе над Skullgirls. Майк вместе с Алексом объединили свои усилия, вместе пересмотрели многие составляющие игры, и в итоге в 2010 году влились в коллектив недавно сформировавшийся Reverge Labs, чьими издателями впоследствии стали Autumn Games и Konami. Мэриэл Картрайт. Эта прекрасная девушка и есть ведущий аниматор Lab Zero, ответственна за выдающийся дизайн и анимации персонажей. Ее подход к анимированию в сочетании с собственным стилем прекрасно дополняет идеи Алекса Ахада, с которым она была знакома еще до начала разработки. Трудолюбивый человек, успела поработать над множеством проектов, включая серию игр Silent Hill, Scott Pilgrim vs. The World, The Game и Shanty Half Genie Hero. К слову, она дочь Рэнди Картрайта, аниматора студии Disney, который работал над многими проектами, включая «Красавицу и чудовище», «Король лев», «Аладдин», а также является одним из создателей CAPS, специального софта для работы над анимацией. Питер Бартолоу, исполнительный директор, дизайнер и комьюнити-менеджер по совместительству. В индустрии видеоигр уже более 20 лет. Помимо игровой журналистики, успел поработать над рядом проектов в качестве дизайнера. Человек, ответственный за основание Lab Zero Games. Командует парадом, общается с народом, продвигает игру в массы. Разумеется, это далеко не все люди, работавшие над игрой. В основной костяк команды также входят Ричард Са, главный художественный корректор, Джонатан Ким, старший аниматор, Эрл Гартваген, дизайнер, Брайан Джун, художественный корректор, арт-продюсер, Винсент Диаманте, аудиорежиссер, и Брэди Хаттл, дизайнер пользовательского интерфейса. Казалось бы, с такими талантами в команде игре обеспечено светлое будущее. Однако, далеко не все так прекрасно, как кажется. Немногим известно, через что пришлось пройти команде разработчиков, чтобы достичь успеха. Еще с самых первых дней, когда игра появилась на консолях в 2012 году, беды посыпались на Reverge Labs одна за другой. Skullgirls хорошо освещали в прессе, постоянно выкладывались новые трейлеры персонажей, геймплейные ролики бета и монологи разработчиков о различных аспектах создания игры и анимации для нее. Конечно, в 2011 году игра была еще сыровата, и некоторые видео выглядели ужасно. Однако с каждым новым видео Skullgirls выглядели все лучше и лучше. В нее можно было сыграть до выхода на New York Comic Con, LA Anime Expo,
турнирах SoCal Regionals и EVO, где Майк Зи также провел презентацию игры, рассказывая во всех нюансах геймплея. Завлекали покупателей и качественной анимацией, уникальной системой освещения. So, like, if I jump in front of the window, I actually get lit by it. Every time I hit him or he hits me, there's actually a light in it. So it's really easy to see. Продуманным балансом, системой предотвращения бесконечных комбо, которая является важным аспектом игры, возвращением к очень любимому на Западе геймплею Marvel vs. Capcom. Одним словом, игра пользовалась популярностью и не была каким-то неизвестным никому проектом. Многие с нетерпением ждали ее выхода, но в конце сентября 2011 года разработчики заявили, что вынуждены отложить выход игры до начала 2012 года. По словам Питера Бартолоу, дополнительное время в основном требуется для полировки геймплея и добавления в игру новых фич в соответствии с отзывами игроков, таких, например, как увеличение скорости игры, новые спецэффекты и трехмерные задники, дополнительные раскраски для персонажей, макросы, ребаланс геймплея и так далее. Несомненно, эта задержка пошла игре на пользу. Наконец, игра вышла в апреле 2012 года на Xbox 360 и PlayStation 3 в Северной Америке, а до Европы и Австралии добралась в мае того же года. Первые обзоры критиков были положительными, обращали внимание на визуальный стиль, хороший режим обучения, красивую музыку и легкость в освоении. Однако и критики было достаточно. Отсутствие мувлиста в игре было отмечено всеми, кому не лень, и считалось довольно веской причиной занижения оценки у критиков. К сожалению, не каждый понимал, что игра и без того долгое время была в разработке, а на создание внутриигрового мувлиста ушло бы как минимум 2 недели. Ведь мувлист – часть интерфейса, которую нужно корректно отобразить в зависимости от персонажа, от консоли, от локализации, от разрешения экрана. Нужно учесть будущих новых персонажей. Одним словом, Майк решил бросить силы на доработку более важных аспектов игры, чем список приемов, которые можно либо самому разучить, либо посмотреть в интернете. Специально был подготовлен PDF-файл, который можно было скачать с официального сайта игры, а мувлист обещали добавить уже в первом патче, но неприятный осадок уже остался у многих. Вторым большим минусом являлся маленький ростер, всего 8 персонажей во время релиза, который для файтингов в нынешнее время считается очень маленьким, особенно учитывая то, что Skullgirls взяла многое от серии Marvel vs. Capcom, которая славится большим количеством доступных персонажей, 56 Marvel vs. Capcom 2, и геймплеем, который рассчитан на бои в стиле трое на трое. Помимо этого, хваленая IPS хоть и предотвращала бесконечные комбо, работала далеко не так, как хотелось бы. Игра изначально учитывала нормалы сидя, стоя и командные нормалы, как разные типы атак. Разные варианты спешалов также считались за разные типы атак. Не учитывались правильно и тагины, линки в один фрейм, DHC, что в совокупности приводило к долгим, однообразным и скучным комбо. Ну и как же не упомянуть тот самый фирменный уникальный стиль Алекса и Мэрил, которые окрестили сексистским и вызывающим еще до выхода игры. Еще бы, столько пансушотов, женских прелестей и обнаженной кожи. К сожалению, не все оценили старания Кинука и Алекса, которые ответственны за такое изображение прекрасного пола в игре. Несмотря на то, что это их коронный стиль, вычурная сексуальность никогда не была и не является целью визуального стиля. Ни одна из героинь не использует свое тело в нарочито фансервисном виде, в отличие от других файтингов. Вспомните Майи, Джури, Айви, Шерми, серию Dead or Alive. Разработчики специально избегали подобного подхода. В интервью Еврогеймеру Питер Бартолоу сказал следующее. Наши персонажи – сильные девушки, которые к тому же еще и привлекательны. Среди них нет никого наподобие Ками, которая обхватывает ногами вашу голову и нокаутирует вас своей промежностью, или что там еще происходит во время ее супера. Мы сознательно не делали таких вещей. Никто из персонажей не использует свою сексуальность в агрессивном виде, они просто так выглядят. Взгляд Алекса на визуальный стиль предельно прост. Он изображает то, что считает классным и интересным. Цитата. В целом, все, что видите в Skullgirls, это то, что я сам хотел сделать. В игре полно классных вещей просто потому, что они крутые и их весело создавать. Все это, однако, мелочи жизни. Skullgirls нашли свою аудиторию и изначально продавались очень хорошо. Для такой нишевой игры продать 50 тысяч копий за 10 дней – прекрасный результат. Критики были довольны, игроки тоже. Казалось, ничего не предвещало беды. Здесь и начинается рассказ о проклятии Skullgirls.
После выхода игры и обещаний над работой над патчами наступил период подозрительного затишья. От разработчиков и издателей не поступало никаких новостей. Ни анонсов DLC, ни ожидаемого всеми патча, ни новостей о развитии франшизы. В ноябре 2012 года вышел долгожданный патч Slightly Different Edition для версии игры на PlayStation 3, сразу после выхода которого стало известно, что вся команда разработчиков Skullgirls была уволена в связи с финансовыми трудностями Konami и Autumn Games. Что же произошло? Давайте начнем с самого начала. Def Jam Rapstar. Музыкальная игра, разработанная 4mm Games, вышедшая в 2010 году, ориентированная на любителей хип-хопа, караоке с прибамбасами, вроде записи своего исполнения и выкладывания его на специальный веб-сайт. Изначально задумывался как небольшой проект для Wii. Со временем вырос до дорогостоящей игры для Xbox 360, Wii и PlayStation 3 с кучей лицензированных треков. Что же связывает караоке и Skullgirls? Издатели Konami и Autumn Games. Def Jam Rapstar обошелся разработчикам очень дорого. В одном из интервью Джейми Кинг, директор 4mm Games и один из основателей Rockstar Games, рассказал, что игра провалилась под тяжестью собственных амбиций, надежд и неправильной оценки общей аудитории. Из отдельной игры для Wii за пару миллионов она выросла в мультиплатформенный гигант. Для корректного функционирования требовался отдельный веб-сайт, инфраструктура которого была довольно сложной для разработки и который, по словам Джейми, возможно, был впереди своего времени. Кроме того, большое количество денег ушло на продвижение игры и рекламу, локализацию для разных стран. К сожалению, в 2010 году рынок музыкальных игр был забит многочисленными подражателями Guitar Hero, и многие справедливо считали его мертвым. А уж если учесть, что Def Jam Rapstar ориентирован исключительно на любителей хип-хопа, то неудивительно, что игра продалась тиражом всего в 500 тысяч копий. Внезапно, в 2012 году EMI, британская звукозаписывающая компания, подает в суд на разработчиков 4mm Games и Terminal Reality за то, что разработчики не смогли получить права на использование 54 треков в своей игре. Рэп и хип-хоп – жанры, которые основаны на заимствовании чужих музыкальных сэмплов и совместной работе с другими исполнителями, что подразумевает под собой кучу бумажной волокиты, когда дело доходит до владения правами на песню. EMI потребовала $150 тысяч за каждый нелицензированный трек из 54, а также часть прибыли от продаж игры. По словам EMI, они заранее оповестили издателей и разработчиков о своих правах и о том, что рассчитывают на выплаты роялти за музыку, но их слова были проигнорированы. Также в воздухе висит возможность еще одного иска, так как EMI владеет правом не только на распространение, но и на исполнение песен. А ведь Def Jam Rapstar – игра караоке. Что еще интереснее, EMI не владеет полными правами на песни, а лишь небольшим процентом. Также возникает вопрос, почему у такого лейбла, как Def Jam и компания Universal Music Group, которые непосредственно ответственны за спонсирование игры и которым принадлежит большинство треков в игре, возникают такие, казалось, странные проблемы. И то, что иски были предъявлены именно разработчикам, а не издателям, которые, кстати, не смогли ничем помочь в беде. Ответа я вам дать не могу. Могу лишь сказать, что 4mm Games прекратила свое существование в том же году. Но это еще не все. Беда не приходит одна. Появляются известия о новом иске, на этот раз в адрес Konami и Autumn Games. Обвинение в мошенничестве выдвигает City National Bank. На разработку игры был выдан кредит в $14 миллионов, который должна была покрыть выручка от продаж. Ведь Konami рассчитывала реализовать 2,5 миллиона копий в первый год. CNB заявил, что компании скрывали свое финансовое положение до и после заключения сделки и не вернули ни цента, оставив всю прибыль себе и отказавшись перечислять ее CNB. Кроме того, банк заявляет, что Autumn Games должна была получить $1 миллион от Konami в качестве аванса, чтобы расплатиться с задолженностью, но вместо этого потратила деньги по своему усмотрению. В конечном итоге банк потребовал почти $9 миллионов в качестве компенсации за мошенничество, помимо выплаты кредита. Как видите, дело дрянь. Что делать? Как поступить? Все деньги начинают уходить на судебный процесс, поэтому Autumn Games прекращает финансирование Reverge Labs. Разработчики Skullgirls не получают ни копейки с каждой проданной копии игры. Все эти события происходили в марте 2012 года. Как уже говорилось, новости об увольнениях Reverge Labs появились в сети в ноябре. Тогда же и выяснилось, что команда была уволена еще в июне того же года. Все, кто работал над игрой, остались без места работы и заработка. ПК-версия оказалась под вопросом, а работу над первым DLC пришлось приостановить. Стоит заметить, что Reverge Labs не прекратила существование. Избавились именно от команды Майка и Алекса.
Официальные источники говорили о том, что уволена лишь часть команды разработчиков, что было, по большому счету, ложью. Да и сама причина увольнения была несколько странноватой. Например, вот что сказал Ричард Вайков, основатель и глава Reverge Labs по данному поводу в интервью XBLA Fans. Могу сказать только то, что Reverge выполнили свой контракт с Autumn Games, еще когда мы выпустили игру в апреле. Сейчас мы не работаем над Skullgirls. Из-за этого мы вынуждены были уволить часть команды Skullgirls. Можно, конечно, говорить о том, что помимо костяка команды над игрой работала куча фрилансеров и сторонних людей, но это не меняет сути. Все люди, ответственные за игру, были уволены. Скорее всего, в Reverge Labs остались лишь двое людей, которые ее и основали. Генеральный директор Ричард Вайков и технический директор Эмиль Дачевский. Казалось бы, что же теперь делать в этой угрюмой ситуации? Ответом на этот вопрос неожиданно для всех стал Lab Zero Games. Новая вывеска для старой команды. Питер Бартлоу в интервью XBLA Fans от 11 января 2013 года делится подробностями. Lab Zero просто появилась. Однажды, когда команда собиралась пообедать, раздраженная сложившейся ситуацией, я просто выпалил: что если я создам новую студию и все перейдут туда? К моему удивлению и ужасу, люди сказали: да, так и сделай. Я был ошарашен. Таким образом, Майк и друзья продолжили работу над проектом, основав собственную компанию, куда и влились все уволенные сотрудники Reverge Labs. Владельцами прав на IP остались Autumn Games, которые дали добро продолжать работу над игрой новоиспеченной команде, но платить деньги за труд они по-прежнему полноценно не могли. Autumn платили за работу над патчем, но только почасовую оплату, только тем, кто непосредственно работал над ним. Мы подумываем над новыми проектами и имеем несколько хороших идей, но пока что у нас нет такой работы, которая бы содержала всю команду, поделился Питер Бартлоу в одном из тредов на NeoGAF. Издатель был заинтересован в скорейшем выпуске патча, и поэтому был только за создание новой команды разработчиков. Skullgirls не существовали бы без Алекса и Майка. Это Atom четко понимали еще с самого начала. Развивать проект без них было почти невозможно, так как только Майк понимает большую часть кода и то, что делает файтинг хорошим, в то время как стиль, сюжет и вселенная игры целиком придуманы Алексом. Разработчики также хотели поскорее выпустить патч, так как он должен был исправить большинство багов, выровнять баланс и адресовать некоторые из жалоб игроков. Мы добавили так много в этот патч, чтобы показать, что мы прислушиваемся к жалобам и исправляем все большие недостатки, дабы поддержать продажи игры и убедить сомневающихся. Были добавлены обучения для персонажей, как следствие отзывов напрямую от Sony. К сожалению, патч получилось выпустить только на PlayStation 3. Из-за того, что на Xbox 360 игра вышла на сервисе, называемом Xbox Live Arcade, который имеет ограничение на размер патча в 4 мегабайта, апдейт размером в 600 мегабайт пришлось отложить до неопределенного времени. В результате патч вышел только в мае следующего года, после уменьшения размера файла и утомительных переговоров с Microsoft, когда большинство игроков уже устали ждать и забросили игру. Тогда же открылись небольшие детали событий, происходящих в июле. Питер Бартлоу в том же треде на NeoGAF сказал, что проблема была исключительно в деньгах. Прежде всего, отделение Lab Zero от Reverge не было злым умыслом. У них просто не было денег, чтобы платить разработчикам. И, как я считаю, они хотели бы нанять всех обратно, если бы у них появились деньги. Но этого не случилось, так что мы пошли своим путем. Выяснились и примерные цифры продаж игры. Провалом игра не была, но ошеломительного успеха она тоже не снискала. Мы считаем, что она продалась тиражом примерно в 90 тысяч копий. Это довольно неплохо для инди-игры в нишевом жанре и исключительно цифровом распространении. Пытаясь встать на ноги, Lab Zero Games начинали браться за новые проекты, но ничего толкового у них не получалось. Время шло, деньги кончались, что-то нужно было предпринимать. Волей случая, в январе, за некоторое время до EVO 2013, началась кампания по сбору пожертвований на исследование рака груди. Пожертвования собирались не просто так. Голосовали рублем за определенную игру. Какая игра соберет больше денег, та и будет включена в основную 8 игр, проводимых на чемпионате. За несколько недель Skullgirls собрали $78 тысяч, заняв второе место. Обошел их только Super Smash Bros. Melee, за который проголосовали на сумму в $94 тысячи. В общей сложности было собрано $225 тысяч. Очень неплохая сумма. Несмотря на второе место, организаторы EVO отвели для Skullgirls место для проведения своего турнира, предоставили показ финала турнира на стриме и выделили $1000 в качестве денежного приза.
И именно эта благотворительная акция и дала надежду разработчикам. Она дала понять, что Skullgirls достаточно популярны, люди готовы играть в них и отдавать свои кровные за игру. В результате, после завершения сбора денег, в начале февраля, Майк на стриме, посвященном окончанию сбора пожертвований, неожиданно для всех показал нового персонажа, Squigly, которая должна была стать первым DLC-персонажем, но не была закончена из-за увольнения команды. Зрители были в восторге. For those of you who are fans of this game and who are fans of other games and who donated all this money for breast cancer research, I almost said breast cancer again, this is the surprise. And I guarantee you that no one in this room, including the people that are on the team, have seen this before. Wow. Hold that. Yeah. So, ta-da! As you can tell. Oh, sorry. Майк также сказал, что всем, кто заинтересован в добавлении этого персонажа в игру, стоит следить за новостями в ближайшее время. Anyway. Oh my god. So, for those of you who are interested in her becoming more than this, due to the massive outpouring of niceness to all the different games throughout this campaign, stay tuned in the next couple of weeks. Sorry. Anyway, so there you have it. Something to know. Понимая, что от издателей денег ждать не стоит, Lab Zero Games обратились к непосредственным покупателям, фанатам, энтузиастам жанра файтингов. Питер Бартлоу сказал в одном из интервью Giant Bomb: «Мы обедали в Curry House, все вокруг говорили, думаю, надо бы попробовать, ведь почему бы и нет?» – 25 февраля 2013 года была запущена кампания Indiegogo по сбору денег на финансирование новых персонажей, которая моментально оказалась успешной. Squigly собрала нужную сумму за 22 часа после начала. Второй персонаж, Big Ben, за 2 недели. Разработчики были в шоке. У нас самые лучшие гребаные фанаты в мире. В итоге разработчики смогли собрать $829 тысяч, что гарантировало разработку еще 2 персонажей, которых бы выбрали фанаты путем голосования. Probe of Fortune, их сюжетные линии, арены, 4 альтернативных озвучки персонажей и 3 новых варианта озвучки комментаторов. Разработчики даже умудрились найти время и деньги на разработку дополнительных арен, помимо обещанных. Все это будет выпущено изначально совершенно бесплатно. Такого бешеного успеха никто не ожидал. Indiegogo даже сделала специальное предложение – продлить сбор денег для достижения цели в $1 миллион, что было бы рекордом для этой организации. Но Lab Zero решили отказаться от такого предложения, так как, во-первых, это было бы несколько нетактично, а во-вторых, они хотят сосредоточиться на выполнении обещаний, а не давать новые. Конечно, краудфандинг был встречен далеко не всеми так положительно. Несмотря на то, что разработчики четко дали понять, на что и сколько требуется денег, много людей говорили о том, что $150 тысяч за одного единственного персонажа – бешеные деньги, что компания неэффективно управляет деньгами, что они просят больше положенного, чтобы возместить убытки за время простоя. Такой ход мыслей был жестко раскритикован людьми, непосредственно работающими в игровой индустрии, такими как Сет Киллиан, бывший комьюнити-менеджер Capcom, и Дэйв Лэнг, на тот момент исполнительный директор Iron Galaxy Studios. Разработка видеоигр – дорогостоящая вещь. Многие даже не подозревают, насколько, и отказываются верить в настоящие ценники, даже когда люди пытаются быть максимально прозрачными в отношении своих финансов. Более того, разработчики сознательно экономили деньги в ущерб самим же себе, лишь бы снизить цену на персонажа. Через некоторое время после начала сбора средств, в феврале 2013 года, Skullgirls вышли в Японию. Продажи превзошли все ожидания издателя Cybercount, когда стало известно, что через 2 недели после выпуска игры в стране восходящего солнца количество покупок достигло ожидаемых цифр продаж за всю предполагаемую жизнь игры. По этой причине Lab Zero Games решили локализовать для японской аудитории компанию Indiegogo по сбору денег.
30 января 2013 года появились первые известия о долгожданной ПК-версии. Издателем должен выступить Marvelous AQL. ПК-порт не собирались делать по принципу быстро и дешево. Намеченная на июнь бета должна была иметь поддержку высоких разрешений и систему лобби, помимо раннего доступа к Squiggle. Казалось бы, еще недавно Skullgirls были обречены. Несмотря на всю уникальность проекта и теплую встречу, обстоятельства и суровая действительность игровой индустрии чуть не погубили талантливую команду разработчиков, а последующее развитие игры, патчи, новые персонажи, порты, сиквел оказалось в подвешенном состоянии. Но несмотря на все превратности судьбы, маленькая команда не сдалась и доказала всем, что главное не сдаваться, не опускать руки и верить в своих фанатов. Все хорошо, что хорошо кончается, но это еще далеко не конец. Голосование за новых персонажей в игре было одним из основных завлекающих факторов краундфандинга. 31 персонаж, 2 из которых нужно было выбрать. Фанаты клепали фанарт, грызли друг другу глотки на форумах, обсуждали результаты голосования. Некоторые принимали голосование так близко к сердцу, что грозились забрать обратно свои деньги в том случае, если их персонаж не победит. PayPal – платежная компания, чьими услугами пользовались для сбора денег. В результате таких сообщений запросила Slab-Zero гарантии и доказательства того, что они всерьез работают над игрой. 20 апреля 2013 года, в самый разгар голосования за DLC персонажей, Питер Бартл в одном из тредов на NeoGAF сообщает о том, что PayPal заморозил аккаунт Slab-Zero, что означало, что зарплату разработчикам выплатить не получится. Возможной причиной такой заморозки стала боязнь PayPal за свои деньги. Если чей-то персонаж не победил в голосовании, то человек может потребовать деньги обратно. Причем потребовать не от Slab-Zero или Indiegogo, а от производителя банковской карты. Человек, который пожертвовал деньги, пишет заявление, что его обманули, не выполнили обещания, что он не получил того, чего ожидал. PayPal собирает информацию о переводе денег и затем работает вместе с банком над рассмотрением всех доказательств и решением возникшей проблемы. Деньги, в случае признания правоты покупателя, будут сняты именно с PayPal. Если Slab-Zero не смогло бы выполнить свои обещания и по каким-то причинам не выпустить новых персонажей, то многие могли бы потребовать деньги обратно, что принесло бы долю проблем PayPal. Представитель PayPal даже сказал прямым текстом: до тех пор, пока есть возможность чарджбеков, PayPal фактически финансирует разработку игры. Разумеется, обезопасить себя они хотели по максимуму. Они также поинтересовались, согласны ли мы на $700 тысяч, если что-то пойдет не так. Я сказал: нет, с чего бы это вдруг? В результате через 2 дня аккаунт разморозили, но PayPal оставил себе $35 тысяч в качестве возмещения возможных убытков. В былые времена, когда промо-акции в виде шапок для Team Fortress 2 могли гарантировать хорошие продажи любой игры, разработчики Skullgirls решили воспользоваться моментом. Питер Бартлоу в конце февраля 2013 года на одном из стримов сказал, что команда хочет сделать шапки в качестве промо-материала. Конечно, реакция на эту новость была достаточно бурной, и разработчики в итоге преждевременно включили шапку Левиафана как награду за вклад более $30. Slab-Zero были уверены, что разрешение со стороны Valve получить будет несложно. К сожалению, они ошибались. Через несколько дней Slab-Zero были вынуждены по просьбе Valve убрать шапку как награду. Вся затея оказалась в подвешенном состоянии. Питер уверял, что это всего лишь временная бюрократическая задержка. В итоге Valve отказали Slab-Zero, мотивируя это тем, что у них нет ресурсов на добавление шапки в игру. Питер извинился перед фанатами, заверил, что это решение еще не окончательное, пообещал в замену обещанной шапки другие цифровые подарки и, если того пожелают люди, возврат денег. Многие были разочарованы, но надежды не оставили. 11 мая 2013 года Питер Бартлоу огласил начало голосования за новые головные уборы для Team Fortress 2. Valve смогли бы добавить шапки, но только если за них проголосует достаточное количество человек. Выбор был большой, хоть и качество местами хромало. К сожалению, люди уже были не так заинтересованы, и голосование тихо-мирно оказалось забытым. Работа не пропала даром, однако. Официально шапки не выпустили, но с помощью Steam Workshop любой может носить их в игре. Take the shot, Juju.
Джуджу. Новые игроки, которые не застали Индиго, могут и не знать, кто это и о чем пойдет речь. Ее судьба в свое время разозлила целое комьюнити и в очередной раз показала всю прелесть человеческой глупости и невежества. Все началось еще в далеком 2011 году, с, казалось бы, невинного сообщения на Фейсбуке. Один парень, Си Макнил, предложил идею персонажа, который был бы китайским снайпером и имел с собой говорящую винтовку. Алексу понравилась идея. Он нарисовал набросок этого персонажа во время Whiteboard Tuesday, небольшое мероприятие, когда Алекс рисовал понравившихся ему фанатских персонажей. Джуджу стала одним из членов Black Egrets и служила парасоль. Подразумевалось, что она та, кто стреляет во время блокбастера Silent Scope. Алекс даже добавил в игру шанс того, что парасоль упомянет ее имя вслух. Нужно отметить, что на одном единственном сообщении в Фейсбуке весь вклад Си в персонажа заканчивался. 1,5 года спустя начинается сбор средств на DLC, где двух персонажей должны были выбрать те, кто вложился в Индиго. Внезапно для всех Джуджу становится одним из персонажей, которые могут появиться в голосовании. Си вспоминает про Джуджу, пишет на Фейсбуке пост, где говорит о том, что неплохо было бы получить деньги за вклад в создание персонажа. Неизвестно, в шутку ли или всерьез он сказал это, но Lab Zero решили, что лучше вступить с ним в диалог, чем полностью исключать персонажа из вселенной или судиться в будущем из-за одного поста. Процесс получения прав на персонажа – длительный и дорогой процесс, поэтому Джуджу была исключена из первого DLC голосования, а затем и из второго. Наконец, все формальности были улажены, и права на персонажа были получены, однако Си не имел права говорить о данном факте до тех пор, пока Lab Zero сами не сообщат об окончании сделки публике. Си на следующий день своим постом на форуме Skullheart огласил этот факт, и тем самым нарушил соглашение о неразглашении, и, следовательно, его контракт с Lab Zero стал недействительным. Дальнейшее сотрудничество пришлось прекратить, а от Джуджу отказались как от части вселенной. Куча времени, нервов и денег были потрачены впустую и аннулированы одним единственным сообщением, что, если честно, совершенно неудивительно. Данная личность давно всех раздражала своими постами на форуме и сообщениями в IRC сети. Никто не ожидал от Си ничего хорошего. Но что поделать, дурак опаснее врага. Just wait for the encore. Just wait for the encore. Пророческие слова из первого геймплейного трейлера. Некоторые даже не задумываются, откуда у Skullgirls взялась приставка Encore. А ведь за ней кроется не просто очередное переиздание или патч с ценником. Как вы помните, издателем Skullgirls по имя Autumn Games были также Konami. По сути, с ними вело сотрудничество исключительно из-за политики Microsoft, так как для того, чтобы попасть в Xbox Live Arcade, нужна поддержка издателя, продающего игры в розницу. В остальном, они приносили больше проблем, чем пользы. Ближе к концу 2013 года разработчики поняли, что дальнейшее сотрудничество лишь затрудняет выпуск обновлений к игре, ведь Konami отказывалась давать зеленый свет любому патчу или DLC, пока Lab Zero за свои же деньги не протестирует контент от и до. К тому же Konami отказалась помогать команде с сертификационными проверками Microsoft. Это привело к разрыву договора между Autumn Games и Konami в ноябре 2013 года. Теперь, даже несмотря на то, что патч был почти готов, впереди была куча бумажной работы, ведь без смены издателя о выпуске обновлений не могло быть и речи. Из-за разных подходов к работе сервисов для PSN издателем выступили Autumn Games, а для Xbox Live – Marvelous AQL. Без них игру бы просто убрали из магазина. Разумеется, это снова подразумевало задержку патча для Xbox 360. Так как Konami были издателем только в США и Европе, японская версия и версия для ПК должны были выйти без проволочек. Но Konami не могла уйти, не подложив свинью на прощание. 6 декабря 2013 года Майк на еженедельном стриме Salty Cupcakes приносит плохие новости. Из-за разрыва отношений Konami потребовал от Sony и Microsoft удалить Skullgirls из PS Store 17 декабря и 31 декабря из Xbox Live. Lab Zero узнал об этом только когда им сообщили люди из Sony, что означало, что с их стороны решение уже было одобрено. Майку пришлось в спешке работать над новой сборкой игры, которая должна была бы заменить старую. Причина этому – у каждой игры есть свой идентификационный номер и так называемый Communications ID, так что если Konami захотели бы избавиться от игры, у них было бы на это полное право.
Проще говоря, никто не смог бы купить игру в онлайн-магазине до смены издателя. Помимо этого, возникало еще множество затруднений, которые предстояло решить. Получить новый IP-адрес для Autumn Games, сохранить все покупки игроков после загрузки новой версии игры, заключить новое издательское соглашение с отдельными региональными подразделениями Sony для Autumn, создать заново трофеи и лидерборд для Sony, так как Skullgirls считалась бы новой игрой в PSN, отправить новую сборку для тестирования после решения вышеописанных проблем. Времени было в обрез. Мало того, разработчики попросили Konami дать им времени, хотя бы до 31 декабря, для решения проблем с PSN. Но те в ответ сказали, что Sony добро на это не дала. Sony, в свою очередь, попросили Konami о продлении сроков, на что Konami ответили: Autumn Games нам не позволяет это сделать. Наконец, когда Sony, Lab Zero и Autumn Games вместе попросили Konami о переносе дат, Konami не дали никакого ответа вообще. Такие дела. Через некоторое время они согласились дать дополнительное время, но неприятный осадок остался. Чисто теоретически, время позволяло обновить игру для PSN и проделать всю бумажную работу до начала нового года, если бы все прошло без проволочек. Но для версии Xbox 360 выпуск патча возможен только после смены издателя, а значит до 31 декабря это не представлялось реальным. В итоге, Skullgirls исчезли из магазинов 31 декабря. На странице компании Indiegogo Питер Бартлу рассказал о том, что будет происходить с игрой в ближайшем будущем. Выход новой версии для PSN намечается на январь, а обновление для Xbox Live снова выйдет с задержками, так как Marvelous AQL сможет отправить патч Microsoft для тестирования только после окончания праздничных выходных. Помимо этого, процесс затянется из-за большого количества бюрократической работы, из-за смены издателя и подписания новых соглашений. Выход новых версий будет сопровождаться и новым названием – Skullgirls Encore. В результате Skullgirls вышли в PSN в Северной Америке 11 февраля 2014 года, 19 марта в Европе и 15 июля в Японии. Владельцам Xbox 360 пришлось подождать до 22 апреля 2014 года. Как и говорилось, версию для ПК все эти пертурбации не задели. Стоит упомянуть, что Cyberfront, японский издатель Skullgirls, 19 декабря 2013 года был закрыт своей материнской компанией Kaga Electronics. Судьба японской версии тоже оказалась под вопросом. Это событие стало неожиданностью для всех. Попытки связаться с представителями Cyberfront изначально казались безуспешными. И, если честно, никакой информации о том, что же происходило с издателем Skullgirls вплоть до 2015 года, нет. Насколько известно, старая версия из магазина не была убрана, но Skullgirls Encore появился в японском PSN только 15 июля 2014 года под издательством Marvelous AQL. Что интересно, версия для Xbox 360 вышла на месяц раньше в Японии. В целом, Skullgirls снова вышли сухими из воды, заставив все превратности судьбы работать на себя. Смена издателя пошла только на пользу, позволив спокойно работать над дальнейшими обновлениями. Но это еще не значит, что все неприятности на этом заканчиваются. В мае 2014 года приходит новое известие. Команда вынуждена изменить цвет крестов на Валентине и нескольких других персонажей. Почему? Ответом на этот вопрос является Красный Крест, международная благотворительная организация. Эмблема Красного Креста находится под защитой Женевской конвенции. Красный Крест пытается оградить свой логотип от использования в жестоких фильмах и видеоиграх. Валентина как раз имела этот логотип как часть своего образа, ведь она медсестра. Несмотря на то, что Красный Крест ни разу не предъявлял никаких претензий по этому поводу, так вышло, что в Японии довольно строго относятся к изображению данного логотипа, поэтому во время изначального релиза в Японию издателю Cyberfront пришлось подписать документ, в котором говорилось, что они возьмут ответственность, если Красный Крест подаст в суд. После того, как Cyberfront распустили, Marvelous AQL занялась издательством в Японии. Они, в свою очередь, решили такой документ не подписывать, так как ответственность за возможный иск брать на себя они не хотели. Autumn Games попыталась в случае возможных претензий перенести ответственность на себя, но Marvelous не могли сознательно нарушать закон, даже если другая компания добровольно ставит себя под удар. В результате цвет крестов в игре сменился с красного на розовый по просьбе Marvelous. Всем известно, что при разработке игр на консолях следует считаться с определенными ограничениями. Иногда приходится использовать модели и текстуры низкого качества, пользоваться всякими ухищрениями, урезать контент. Способов достаточно для достижения желаемых результатов. Skullgirls на всей стадии разработки также прошла через это. Например, до выпуска игры были вырезаны блокбастеры Peacock и Double, Intro Peacock, Special Peacock. Ассисты до недавнего времени не воспроизводили победные позы, если они находились на экране во время победы над противником.
На консолях часто можно было заметить, что при смене персонажей во время боя их спрайты временами полностью исчезали, оставляя на месте лишь видимые хитбоксы. В последующих патчах игру оптимизировали, ускорив довольно продолжительные загрузки, а также заменив хитбоксы при недостатке памяти на спрайты низкого разрешения. Big Ben также принес ряд проблем в разработку. Еще в бета-версии его размер был уменьшен, а спецприем Take a Train некоторое время не мог был использован как ассист, так как анимация занимала слишком много места в памяти. Элайза, согласно прототипу, должна была разбрасывать кровь по игровой арене, а затем использовать ее в различных целях. Некоторые фанаты считают, что этот подход к геймплею не смог быть реализован из-за проблем с производительностью, хотя, скорее всего, команда решила подойти к персонажу по-другому, ведь прототип — это всего лишь концепция, а не финальный дизайн. Несмотря на все ограничения консолей, Майк в итоге смог оптимизировать движок, сумел обойти многие из проблем и даже добавить новые спецэффекты в игру, вроде улучшенного динамического освещения спрайтов персонажей. Проклятие преследует Skullgirls, где бы они ни появились. EVO 2014 – самое важное событие в сообществе любителей файтингов. Skullgirls пусть и не попадает в основную линейку игр, но место и время для собственного турнира им гарантирует Mad Catz. Lab Zero и Atom Games из собственных средств выделяют $5000, которые будут поделены между лучшими 16 игроками. Было также специально отведено время для стрима. С 11:00 до 13:00 должны были стримить Tekken, а затем с 13 до 15 Skullgirls. Очень многие ждали этого турнира и, разумеется, стрима. Но когда настал час долгожданного стрима, зрители увидели Tekken, который даже не собирался заканчиваться. Мало того, это были любительские матчи, первый до 13 побед. Причин такому безобразию две. Представители Tekken опоздали на час с начала выделенного времени, а вторая, Макмен, комьюнити-менеджер Mad Catz, был занят деловой встречей в это время и не смог проконтролировать все происходящее. Фанаты Skullgirls справедливо оценили задержку стрима как плевок в душу целого сообщества. Даже после того, как разогнали игроков Tekken, 1 час эфирного времени был выделен на анонс нового персонажа в Mortal Kombat X. В результате стрим самого большого турнира по Skullgirls был отложен на 3 часа и заключал в себе только последний час турнира – полуфинал. Во время стрима Макмен публично извинился и попытался откупиться подарками в виде футболок и кепок, что тоже разгневало многих зрителей. В результате, из запланированных лучших 8 или даже лучших 16 игр, по расчетам некоторых, показали на стриме только полуфинал. Нужно заметить, что это были отменные матчи с потрясающей игрой всех участвующих. Макмен после произошедшего публично извинился и прояснил ситуацию в одном из threadов на NeoGAF, пообещав уделять больше внимания Skullgirls и продвигать игру в массы по максимуму. В 2015 году Skullgirls снова ожидал неудачный стрим, на этот раз на Combo Breaker 2015. В тот год в самом большом турнире для Skullgirls. Более сотни человек, банк $2000, более чем достаточно. К сожалению, все стримы с турнира прерываются из-за проблем с провайдером, и результаты турнира всем пришлось смотреть в записи. В апреле 2015 года в одном из патчей для бета были изменены несколько кадров анимаций для Церебеллы, Филии и Фукуи. По словам разработчиков, они давно хотели переделать данные кадры, так как они немного не соответствовали их собственному взгляду на панцушоты. Они красивые девчонки, много дерутся. Если одна из них носит юбку, то без панцушотов не обойтись. Скрывать мы ничего не будем, но и специально выставлять на показ тоже. Разумеется, массы посчитали данную замену цензурой и раздули из мухи слона. Проблема в том, что спохватились они лишь спустя полгода, обсуждая эту тему путем сарафанного радио и только после выхода патча для консолей. Многие даже не знали о замене кадров, пока им об этом не сказали. Эрл Гертваген подробно пояснил данную ситуацию на Reddit, внеся ясность в действия Lab Zero. И ведь это далеко не первый раз, когда в игру вносились подобные изменения. Еще до выхода игры от 2 анимаций Филии пришлось отказаться, а анимация Парасоль также была избавлена от панцушота. Выход DLC с Элайзой был встречен очень тепло. Еще бы, первый из персонажей, который выиграл голосование. Шикарной сюжетной линией и целыми 3 новыми аренами, одна из которых очень выбивалась из общего списка. Гиена. Мрачное, неуютное, но атмосферное место с тревожной музыкой некоторым оказалось совсем не по душе. По просьбам отдельных людей, эта арена стала недоступна в мультиплеере в случайном выборе арены с момента выхода патча Wolf Patch.
изначально считали, люди просто боятся этой арены, либо дальтоники не могут нормально воспринимать этот уровень из-за его специфичной окраски. В итоге, как сказал Эрл Гертлаген, причиной этому послужили жалобы со стороны людей с аматофобией, боязни глаз, которых на этом уровне более чем хватало. Летом 2014 года появляется долгожданная новость от Питера Бартлоу. Skullgirls выйдут на PlayStation 4 и PlayStation Vita в этом же году. К сожалению, трудности в разработке порта и ожидание завершения работы над Beowulf и RoboFortune заставляют перенести выход на 2015 год. Разработчики пообещали добавить кроссплатформенную игру на PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Vita, полную озвучку сюжетного режима, обучение комбо, режимы игры выживания и испытания, поддержку старых аркадных стиков. Также, покупая версию для PlayStation 4, покупатель бесплатно получал игру на PlayStation Vita и наоборот. Помимо всего этого, Skullgirls в очередной раз меняет название Skullgirls Second Encore, чтобы отличить новую версию с кучей плюшек от старой. Довольно шикарный набор. Second Encore выходит на PlayStation 4 7 июля 2015 года, а владельцы остальных платформ довольствуются лишь патчем и новым персонажем RoboFortune. Ответом на вопрос, почему не выпустили сразу на всех платформах новую, обновленную версию с дополнительным контентом, могут быть сразу несколько причин. Портирование всех плюшек стоит дополнительных денег и временная эксклюзивность, обычная для многих мультиплатформенных игр. Что интересно, Бартлоу на форуме Skullhat сообщил, что Sony почти никак не финансировала разработку порта и новой версии. Все деньги приходят от Autumn Games, что является несколько странным. В итоге версия для PS3 так и не была выпущена, а в Steam Second Encore появился лишь 13 апреля 2016 года. Версия для Vita, несмотря на обещания, пробыла в разработке до 5 апреля 2016 года. Причиной такой задержки стала слабая производительность Vita, оптимизация для которой стала трудной задачей для разработчиков, новые баги и добавление фич для предстоящего японского релиза. На Vita она хотя бы вышла. Владельцы Xbox One вообще долгое время оставались без релиза по причине политики Microsoft. Инди-игры выходят либо одновременно на всех платформах, либо не выходят вообще. Skullgirls стали доступны лишь 21 января 2016 года, с включением их в список игр с обратной совместимостью. Насчет японского релиза Second Encore. В августе Arc System Works объявили о том, что они выступят издателем Skullgirls в Японии, причем игра получит долгожданный дубляж на японском языке. Помимо этого, будет выпущено коллекционное издание Skullgirls Second Encore для PS4 и PS Vita, называемое Skullhat Box, содержащее в себе игру, саундтрек и 32-страничный артбук. Потрясающе, что западная игра получает столько внимания от восточного издателя. К сожалению, в бочке меда без ложки дегтя не обойтись. ArcSys очень ревностно относится к YouTube и видео, которые показывают геймплей с японской озвучкой и сюжетный режим. Несколько каналов получили страйки и вынуждены были удалить все видео, содержащие вышеуказанную информацию. Это далеко не первый случай. Достаточно вспомнить фреймдату Union или выход BlazBlue. Даже стимовский релиз Second Encore не прошел без проволочек. Выход обновления 13 апреля 2016 года сопровождался 33% скидкой для всех, а те, кто уже имел старые DLC на аккаунте, получали 50% скидку. По каким-то внутренним причинам, ко многим людям, которые поддержали в свое время игру на Indiegogo, данная скидка не применялась. Поэтому всем, у кого имелись проблемы, пришлось отписываться в специальном трейде и давать информацию о своем вкладе в Indiegogo. Проблему удалось окончательно решить только 26 апреля, за 2 дня до окончания акции. Исторически сложилось, что все апдейты и DLC на Xbox 360 выходили с определенными задержками. Первый патч для Xbox вышел через полгода после его выхода на PS3. Squiggly изначально была доступна только на ПК и на PlayStation 3. На Xbox она пришла только вместе с Big Band'ом в апреле 2014 года. Этот апдейт сопровождался кучей багов. В европейском PSN Big Band был платным. На Xbox Big Band'а и Squiggly можно было выбрать только нажав кнопку, отвечающую за Light Punch. Для решения этой проблемы предлагалось удалить все старые апдейты и переустановить новый Compatibility Pack DLC заново, либо дождаться Color Pack DLC, который должен был исправить этот баг. Для некоторых регионов европейского PSN, где до сих пор не вышел Skullgirls Encore, обновление до новой версии по неопределенным причинам не произошло. Также не было доступно Squiggly, в отличие от Big Band'а. ПК-версию такие пертурбации никак не коснулись.
В мае того же года вышел еще один патч с фукой, на этот раз без задержки. Выход Элайзы должен был произойти в срок, в конце сентября или начале октября. Но ничего ведь не бывает со Skullgirls так просто, вы это уже прекрасно знаете. Патч для Xbox случайно появился в магазине Xbox Live, а затем быстро был убран с полок. Питер Бартлоу объяснил, что для выпуска нового персонажа на Xbox нужны 3 отдельных обновления. Обновление игры, патч для совместимости и само DLC. Из-за бюрократических неразберих Элайза была выпущена в продажу сразу после прохождения процесса сертификации, несмотря на то, что остальные апдейты еще не были сертифицированы. LabZero потребовали от Microsoft, чтобы они убрали DLC, чтобы не сбивать с толку пользователей и не создавать новые проблемы. Тогда от Microsoft приходят следующие новости. Патч для совместимости и обновления не проходит сертификацию, так как обнаружился баг 2-летней давности, который, однако, до сих пор себя никак не проявлял. В скором времени баг был исправлен, и DLC в надлежащем виде появилось 14 октября 2014 года. Следующее обновление вместе с Beowulf'ом вышло в апреле и мае 2015 года для разных регионов. Патч с Robo Fortune вышел для PlayStation 3 в июле 2015 года, а для Xbox 360 – 31 июля 2015 года. Lobby патч, также известный как Second Anchor Plus, вышел в январе и феврале 2017 года для различных регионов. Данный патч добавил долгожданную систему лобби для PlayStation 3 и PlayStation 4, которую разработчики обещали еще с выхода игры. Наконец, финальное обновление вышло в Steam и PlayStation 4 1 апреля 2017 года, а для PlayStation 3 и PlayStation Vita 29 мая 2017 года. Игра очень долгое время была доступна лишь в цифровом варианте. Исключением было только японское коллекционное издание. Все изменилось в октябре 2016 года, когда Limited Run Games, компания, специализирующаяся на выпуске физических изданий для цифровых игр, анонсировала открытие предзаказов на Skullgirls. В комплектацию входила версия для PlayStation 4 или PlayStation Vita, руководство к игре и специальное издание саундтрека. Как вариант, можно было заказать коллекционное издание сразу для 2 платформ в одном бандле. В качестве бонуса, в случае достижения 10 тысяч предзаказов, японская озвучка будет бесплатно добавлена в версии для всех платформ. Несмотря на то, что предзаказ был доступен лишь в течение 2 недель, 10 тысяч заказов набрались вовремя. Казалось бы, оформить внешний вид издания, подготовить руководство и саундтрек, и можно выпускать долгожданный продукт. Но не тут-то было. Изначально выход коллекционного издания был запланирован на январь 2017 года, но к этому времени стало понятно, что подготовка игры еще займет какое-то время. Согласно блогу Skullgirls, проблем хватало. Бумажная работа над японской озвучкой шла очень медленно, что несколько ожидаемо. Право на использование голоса актеров за рубежом требует времени, денег и новых договоров. Большим препятствием была также работа с Sony и ее политика по отношению к выпуску игр в физическом виде. Мало того, что процесс сборки игры отличался от стандартного из-за статуса ремастера, переиздания, так еще и эта версия могла быть протестирована только после тщательной проверки финального патча. Версия для PlayStation Vita, как обычно, только добавляла головной боли. Vita не поддерживает так называемые переиздания, что подразумевало выпуск физического издания как отдельной версии. Мало того, все версии должны были поддерживать кроссплатформенный мультиплеер, а синхронизация между 3 разными консолями – очень сложная задача. В феврале появились очередные новости о задержках. Получение прав на японскую озвучку оказалось гораздо большей проблемой, чем изначально предполагалось. Примерный процесс заключения контракта выглядит так: подготовка контракта, его одобрение, перевод на японский язык, одобрение перевода, пересылка его в Японию почтой в бумажном виде, подписание контракта в Японии, а затем отправка его обратно, снова в бумажном виде. Вот вам и 21 век. При этом не забываем еще о выходе лобби-патча, который приносит с собой новые баги. Предполагаемое время выхода на этот раз около 4 недель. Наивные. В мае разработчики снова говорят о возникших проблемах. Потребовалось дополнительное тестирование игры по просьбам международного издателя. Все же выпуск физической версии окончательный. Он должен быть идеальным с точки зрения стабильности и совместимости с остальными версиями, учитывая добавленную поддержку лобби и кроссплатформенного мультиплеера. Июль. Очередная задержка. На этот раз из-за внезапно обнаруженных багов, которые обязательно надо было исправить во всех консольных версиях игры. PlayStation Vita снова тянет за собой весь процесс подготовки к финальному релизу. Прошло уже больше полугода, негодование потихоньку начинает нарастать. Помимо извинений, LabZero решили бесплатно добавить в каждую копию коллекционного издания подкладку под бумагу, так называемую Pencil Board. Мелочь, а приятно. В том же месяце появляются хорошие новости.
Версия для PlayStation 4 одобрена Sony, что позволяет начать производство физических копий. Окончательный выпуск ожидается осенью, но в связи с неопределенным статусом версии для PlayStation Vita все еще может измениться. Наконец, 6 октября 2017 года Limited Run Games объявляет об окончании работы над долгожданным коллекционным изданием для PlayStation 4. Отправка игры начнется уже в середине месяца, а до 16 октября у заказчиков есть время обновить почтовую информацию. К сожалению, версия для PlayStation Vita по состоянию на декабрь 2017 года находится в подвешенном состоянии, а значит все заказы, включающие эту версию, вынуждены быть отложены до окончания процесса тестирования игры. Что поделать, остается лишь ожидать. Оно того стоит. Позади долгие 5 лет неприятностей и проверок на прочность. Сейчас сплоченное сообщество фанатов, всеобщее признание и горы опыта за плечами. Впереди бескрайний простор для возможностей. Ничего этого не было бы без крепкого, дружного коллектива, без гения Майка Зи, без таланта Алекса и Мэриэл, без упорства Питера, без трудоголиков Lab Zero Games, без терпеливых издателей, без преданных поклонников игры. Этот продукт огромного труда и необъятной любви заставляет биться сердце многих любителей жанра, и не только. Надеюсь, и ваше сердце не осталось равнодушным. Благодарю за внимание и всего доброго.